Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить судьбу Донбасса и Запорожской АЭС. Тем временем во Флориде переговорщик Путина Дмитриев опять встретился со Стивом Уиткоффом. Украина справилась с блэкаутом. Зеленский назвал причины и пообещал тепло в домах. Киевляне, кто может, переселяются из замерзающих 16-этажек. Блэкаут в Мурманске случился без посторонней помощи. Просто временные деревянные опоры не выдержали испытаний реальными условиями. Взрывы в Иране. Аятолла помолился на могиле предшественника и привел армию в полную боевую готовность. А Великобритания налаживает торговлю с Китаем и Японией, чтобы защититься от тарифов Трампа. В Милане открылась Олимпийская деревня. Кто уже заселился и как там живут? Отдыхающий молодой лев работы Рембрандта на аукционе Сотбис и танцующие разукрашенные слоны работы местных жителей на фестивале в Шри-Ланке. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью чешскому радио заявил, что Киев по-прежнему открыт для переговоров с участием России и США, но подчеркнул, что Европа должна присутствовать на ключевых этапах обсуждений. По его словам, вопросы территориального характера невозможно решить только на уровне технических групп. Необходим прямой контакт лидеров стран. Прежде всего, нам нужно встретиться втроем. Как минимум, мы должны иметь возможность в том или ином формате иметь контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата. Просто мы, на мой взгляд, из того, что я вижу, наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам. Последняя миля всегда очень сложная, и мы не знаем, мы очень близки к результату или не очень. Сложно сказать. На мой взгляд, мы рассчитываем на гарантии безопасности от Америки, и документ готов. На мой взгляд, мы рассчитываем в формате гарантий безопасности Европы. Там почти все готово, да, но оно все еще не акцептировано парламентами или Конгрессом Соединенных Штатов, соответственно, той или иной страны в Европе. И поэтому это действительно последняя миля, и осталось совсем немного. Или нам придется еще работать со многими странами, чтобы получить уверенность, что у нас будут сильные гарантии безопасности. Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов и Европы, а также на продвижение к членству в Евросоюзе. Эти меры являются частью более широкой программы из 20 пунктов, включающей и масштабный пакет восстановления страны после войны. В течение дня докладывал Рустем Умеров. Постоянно ведется общение с американской стороной. Ожидаем от них конкретики по дальнейшим встречам. Украина готова работать во всех рабочих форматах. Важно, чтобы были результаты и чтобы встречи состоялись. Мы на это рассчитываем. Готовимся к встречам на следующей неделе. Во Флориде прошла встреча специального посланника США Стива Уиткоффа с переговорщиком от Путина Кириллом Дмитриевым в рамках американской инициативы по мирному урегулированию войны России против Украины. Переговоры прошли за день до начала второго раунда встреч украинской и российской делегаций в Абу-Даби, где будет обсуждаться поддерживаемый США план завершения войны. В составе американской команды также были министр финансов Скотт Бессент, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ни одна из сторон не раскрывает детали обсуждения, но обе называют их конструктивными. Мы обнадежены этой встречей, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и выражаем благодарность президенту Соединенных Штатов за его решающее лидерство в стремлении к прочному и долгосрочному миру. Конструктивная встреча с делегацией США по миротворческим вопросам. Продуктивное обсуждение, также по 8-й рабочей группе США-Россия по экономике. Напомним, президент Украины отмечает, что ключевой вопрос территориальных гарантий остается предметом дискуссий и должен решаться на уровне лидеров стран. Во всех областях Украины восстановлено электроснабжение после утренней аварии 31 января. Регионы возвращаются к плановым графикам, линии и подстанции функционируют в нормальном режиме, сообщили в Минэнерго. По предварительным данным, авария произошла из-за обледенения оборудования и линий. Сложная ситуация наблюдалась на севере, в центре страны и в Одесской области. В Киеве над восстановлением света работали 64 бригады, а над отоплением – 220 бригад. Работы велись круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло и свет жителям. В результате аварии утром в Киеве и Харькове остановилось метро, в столице пропала вода. Железная дорога стабилизировала работу, но поезда следовали с отклонениями от графика.
Массовые отключения коснулись и Молдовы, где снизилось напряжение, в частности в Кишиневе. В Министерстве энергетики и Министерстве цифровой трансформации Украины подчеркнули, что сбои связаны с технологическим нарушением и одновременным отключением высоковольтных линий, кибератаки и внешнего вмешательства не зафиксировано. Сегодня весь день правительство, Минэнерго, все наши энергетические компании, областные и местные власти работали в режиме чрезвычайной готовности. Утром произошла технологическая авария в сети. 2 линии между Румынией и Молдовой, а также на территории Украины перестали функционировать. Причины уточняются. На данный момент подтверждений внешнего вмешательства или кибератаки нет. Есть данные, что из-за погодных условий произошло обледенение линий. Сработало автоматическое отключение. Наиболее сложная ситуация в Киеве. Значительный дефицит отопления. Почти 3500 домов в разных районах без тепла. Город, коммунальные службы и энергетики обещают максимально исправить ситуацию к утру, но темп должен быть быстрее. Что касается водоснабжения в Киеве, сегодня вода должна быть у всех потребителей города. По отчетам она есть, но проверка ведется очень тщательно. В субботу Владимир Вирченко, переселенец из Мариуполя, собрал вещи и погрузил в машину, решив, что его семья больше не может оставаться в этой киевской многоэтажке, ставшей их новым домом, после того, как его прежний уничтожили россияне. 40 дней наступления кацапской армии пережили. Видели все, что там творилось, все жертвы, все бомбардировки, все видели. Семья Владимира нашла съемную квартиру в другом районе, на 2-м этаже без лифта. Ни света, ни воды, ни канализации, ничего, ни тепла не бывает. Непригодный для жизни дом. И куда вы дальше? Взяли в другом месте комнату, без лифта, чтобы было и 2-й этаж. Жители Киева продолжают сталкиваться с последствиями ударов по энергетической инфраструктуре, которые оставили сотни тысяч человек без отопления в разгар зимы. Многоэтажные дома остаются без электричества, воды, канализации и отопления, что делает их практически непригодными для проживания. Те, кто остается в домах, пытаются поддерживать минимальную функциональность зданий. Чтобы оно все не замерзло, все трубы размотаны, нет изоляции. Поэтому мы за свой счет купили дуйки, баллоны, и мы газовыми обогревателями подогреваем все эти технические этажи. Не знаю, получится ли у нас что-то или нет, и вообще, не попрощаемся ли мы со своим домом, своими квартирами. Наверное, пойдем мерзнуть в лес. Другого выхода у нас просто нет. Сейчас стараемся ходить в горшки, ведра, выносить в биотуалет. Вот так. В Мурманской области в субботу, 31 января, произошел новый блэкаут, продолжавшийся не менее 9 часов. Электроснабжение, тепло и связь частично прекратили работу в Мурманске и Североморске, где базируется Северный флот России. Причиной аварии стало повреждение временных опор линии электропередачи, которые были установлены после первого блэкаута 23 января. Сильный ветер и обледенение при температурах ниже минус 30 градусов усугубили ситуацию. До 20% населения Мурманска и Североморска остались без электричества, в том числе котельные. Частично прекратили работу магазины, аптеки, школы, а мобильная связь работала с перебоями. После первого блэкаута Следственный комитет России отметил, что часть старых опор использовалась почти 60 лет, при нормативном сроке службы 40 лет. Похожая ситуация и в других регионах. Для модернизации электросетей, по данным российского правительства, нужно 10 триллионов рублей, что сопоставимо с годовыми расходами на войну России против Украины. В нескольких городах Ирана прогремели взрывы, сообщает местная пресса. В портовом Бендер-Аббасе на юге страны в результате взрыва в 8-этажном жилом доме обрушились 2 этажа, повреждены машины и магазины. По данным СМИ, 1 человек погиб, еще 14 получили ранения. В Ахвазе на юго-западе страны произошел взрыв в жилом комплексе. Предположительно из-за утечки газа. По неподтвержденным данным, погибли 4 человека. Сообщения о взрывах также поступали из Паранда и Тебриза, официального подтверждения им пока нет. В соцсетях распространялись слухи о попытке покушения на командующего ВМС корпуса стражи исламской революции Алирезу Тангсири, однако иранские СМИ их опровергли. Израильские официальные лица также заявили, что к происшествиям отношения не имеют. Иран переводит армию в режим полной боевой готовности.
Об этом в субботу заявил командующий сухопутными войсками Амир Хатами на фоне резкого обострения отношений с Соединенными Штатами. По его словам, любая ошибка противника поставит под угрозу не только его собственную безопасность, но и стабильность всего региона. А также, цитата, «сионистского режима». Вооруженные силы Исламской Республики Иран располагают многочисленными рядами командиров, генералов, офицеров и солдат, которые будут защищать эту страну до последнего мгновения. Без сомнения, сегодня наша ракетная мощь, наши оборонные возможности и другие компоненты оборонного потенциала находятся на более высоком и превосходящем уровне по сравнению с периодом до навязанной 12-дневной войны. Эскалация последовала за новыми заявлениями Дональда Трампа, который дал понять, что готов к военным ударам, если Тегеран откажется от новой сделки по ядерной программе, и упомянул переброску американских военных кораблей в регион Персидского залива. На этом фоне глава режима исламистов Аятолла Хаминеи посетил мавзолей своего предшественника Аятоллы Рухоллы Хамейни, лидера революции 1979 года. В то же время президент Масуд Пезешкиан обвинил президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в подогреве недавних протестов, которые прокатились по всей стране. Будь то Трамп, будь то Нетаньяху, будь то европейцы, все они стремились спровоцировать, посеять раскол и вооружить. Они увлекли за собой ряд невинных людей, вывели их на улицы и подстрекали, внушая, что эту страну нужно разорвать на части, чтобы посеять конфликт и ненависть среди народа, чтобы создать разделение. И одновременно из Ирана прозвучало заявление о прогрессе в подготовке возможных переговоров с Соединенными Штатами. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани сообщил, что работа над рамочной структурой переговоров уже ведется. Подробностей он не привел. Вопреки атмосфере, создаваемой искусственной медиавойной, идет формирование структуры для переговоров. Примечательно, что накануне секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани совершил неанонсированный визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Американские вооруженные силы уже занимают позиции в регионе. Авианосная ударная группа во главе с USS Эбрахам Линкольн прибыла в зону ответственности. Один из американских эсминцев зашел в израильский порт Эйлат. Параллельно на американской базе в Иордании в состоянии повышенной готовности приведены многоцелевые истребители F-15E. По данным The New York Times, Дональду Трампу представили несколько военных сценариев. Среди них удары по ядерной инфраструктуре Ирана и возможное применение сил специального назначения. Белый дом настаивает на подписании нового ядерного соглашения и дает понять, в случае отказа операция может быть масштабнее, чем «Северный молот» летом 2025 года. В Тегеране эти сигналы расценивают как прямое давление, но подчеркивают, на уступки по ключевым вопросам Иран идти не намерен. На самом деле именно сдерживающий потенциал Ирана позволяет нам говорить о том, что вероятность атаки со стороны противника ниже. Но если будет предпринято какое-либо действие, даже ограниченное, Исламская Республика Иран, учитывая очень высокий уровень готовности, в том числе извлеченные уроки из 12-дневной войны, предприняла меры как в наступательной, так и в оборонительной сферах, на всех уровнях и во всех компонентах. Речь идет о сухопутных, морских и аэрокосмических силах, а также о технологической сфере, киберпространстве и разведке. Очевидно, что ситуация такова, что нельзя представить себе, что, например, Трамп может нанести удар, а потом просто уйти, и через 2 часа написать твит о том, что он закончил дело. Нет, это неизбежно приведет к масштабной войне. В нее будут вовлечены интересы множества стран. Это не будет война без уровней и этапов. И больше всех от нее пострадают обычные люди. Я на 100% против войны. Хотя бы из-за всех гуманитарных последствий. И потому что невозможно предсказать, что именно произойдет в ходе войны. Как мы видели в 12-дневной войне, атаки заранее не анонсируют, чтобы добиться максимального эффекта. Удары должны быть внезапными и точечными. А то, что сейчас проводят эти маневры и все активнее присутствуют в регионе, на мой взгляд, скорее направлено на усиление давления. Безусловно, первыми целями возможного американского удара станут военные базы в регионе Ближнего Востока. И если будет доказано, что Израиль нарушил режим прекращения огня, так же, как он сейчас нарушает его на юге Ливана, то Иран без сомнений вступит в конфликт как напрямую с США в регионе, так и непосредственно с Израилем. Тем временем Министерство внутренних дел Бахрейна объявило, что вечером проведет тест системы экстренного оповещения о ракетных атаках с уведомлениями на все мобильные телефоны и смарт-устройства. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Токио, где его встретила с воинскими почестями японский премьер Санае Такаичи.
Визит состоялся после поездки Стармера в Китай, где он подчеркнул, что Великобритания не может игнорировать взаимодействие с Пекином, отвергнув предупреждение Дональда Трампа о рисках ведения бизнеса с Китаем. В Японии Стармер проведет переговоры с Такаичи, которая готовится к досрочным выборам 8 февраля и борется за мандат, обещая оживление экономики. После двусторонней встречи оба лидера подчеркнули планы сотрудничества по диверсификации цепочки поставок критически важных минералов, необходимых для высокотехнологичных отраслей. Стармер также пригласил Такаичи посетить Чекерс, официальную загородную резиденцию премьер-министров Великобритании. Опираясь на эти прочные основы, мы договорились поднять японо-британское сотрудничество на новый уровень и продолжить его развитие в предстоящую эпоху. Кир также пригласил меня посетить Чекерс, официальную загородную резиденцию премьер-министра. Спасибо. Мы все тут гордимся своей торговлей, поэтому у нас есть явный интерес в поддержании свободной и предсказуемой торговли, а также свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, чтобы обеспечить процветание нашего бизнеса в неспокойном мире. Поэтому мы будем работать вместе, чтобы поддерживать институты, которые помогают обеспечить стабильность и предсказуемость, необходимые нашим странам для процветания. Это включает в себя расширение всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве и углубление его сотрудничества с ЕС, а также создание более диверсифицированных цепочек поставок в ключевых областях, таких как критически важные и полезные ископаемые. Кратковременный визит в Японию состоялся после саммита в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином, где Великобритания и Китай договорились о снижении пошлин на британские виски и смягчении визовых правил для британских туристов. Министр обороны Дании Тролс Лунд Поульсен заявил, что страна планирует усилить военное присутствие в Гренландии в этом и последующих годах. По его словам, это по возможности будет происходить совместно с союзниками по НАТО. В прошлом году, когда мы заключили соглашение о том, что в этом году у нас будет больше военных сил в Гренландии, мы начали проводить совместные учения с другими странами НАТО в августе и сентябре прошлого года. Таким образом, в этом году и в последующие годы у нас будет более сильное военное присутствие, и мы надеемся, что будем делать это вместе с нашими коллегами по НАТО. Я думаю, то, через что мы сейчас проходим, это нечто, чего мы никогда раньше не испытывали. Поэтому, конечно, новая нормальность для нас очень нова. И ощущение того, что ты не стоишь один, крайне важно для народа Гренландии. Поэтому мы здесь также, чтобы показать, насколько мы благодарны. И ситуация требует, чтобы вы знали, как защищать Арктику. Именно поэтому мы проводим все эти учения. Если вы делаете это в Арктике, и если делаете это в месте, которое не Арктика, это совершенно другое. Ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Гренландия важна для национальной безопасности Соединенных Штатов, однако отказался от угроз аннексии и отменил предложенные пошлины для стран, выступающих против захвата острова. Вместо этого Вашингтон инициировал дипломатические переговоры, добиваясь большего доступа, хотя американские войска уже имеют широкие разрешения на размещение в Гренландии. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсон отметил, что жители острова, если бы им пришлось выбирать между США и Данией, отдали бы предпочтение Дании. Король Дании Фредерик также объявил, что с 18 по 20 февраля посетит Гренландию, подчеркивая суверенитет страны над арктическим островом на фоне давлений со стороны США. В Милане официально открылась Олимпийская деревня, принимая спортсменов и делегации со всего мира перед зимними играми. Первые команды уже обустроились – Италия, Германия, Чехия, Япония. Вечером ожидают новые делегации, в том числе из Нидерландов и Австралии, создавая международную атмосферу дружбы и соревнований. Деревня предлагает спортсменам все необходимое – размещение, столовые с круглосуточным питанием, тренировочные и восстановительные зоны, общие пространства для отдыха и общения. С первых часов работы деревни задействованы сотни волонтеров и сотрудников, готовых поддерживать спортсменов и делегации. По словам Тамбури, первые отзывы положительные, команды отмечают комфорт и гостеприимство. Открытие деревни – важная веха, но подготовка к играм только начинается. В Нью-Йорке аукционный дом Сотебис готовит к торгам редкий рисунок Рембрандта «Отдыхающий молодой лев». Это, по словам экспертов, самый значительный рисунок художника на аукционе более чем за 25 лет. Это произведение считается одной из самых значимых работ эпохи старых мастеров и представляет собой редчайший пример рисунков Рембрандта, посвященных изображению львов. В мире известно лишь 5 подобных рисунков. 2 хранятся в Британском музее, а 3 других находятся в коллекциях Лувра, Париж, музея Бойманса, Ван Бёнингена, Роттердам
и Рейксмузеума, Амстердам. Рисунок датируется от 1638 до 1642 годами и изображает молодого льва на поводке, выполненного в технике пера и туши. Считается, что художник сделал его после непосредственного наблюдения за животным в одной из частных менажерий, распространенных в Нидерландах XVII века. Рисунок за последние 2 десятилетия находился в частной коллекции Leiden Collection и ранее выставлялся только один раз – в Лувре Абу-Даби в 2019 году. Теперь в честь продажи этого рисунка на аукционе Сотебис организовал выставку, рассказывающую, как львы попадали в Нидерланды в XVII веке и как это влияло на наблюдения художников. Сотебис оценивает, что рисунок может уйти с молотка за от 15 до 20 миллионов долларов. Выручка пойдет в пользу Пантера, благотворительной организации по охране диких кошек. На отдельном аукционе старых мастеров Сотебис также предложит двустороннюю работу Антонелло де Мессины «Экче Хомо» и фаюмский портрет мумии мужчины конца I века нашей эры. В столице Шри-Ланки, Коломбо, состоялся ежегодный парад Навам Пирахира, одно из самых ярких религиозно-культурных событий страны. Торжественная процессия организована буддийским храмом Гангарамая и проходит вокруг озера Бейра в самом центре города. В параде участвуют более 1000 исполнителей. Традиционные кандийские танцоры, барабанщики, акробаты на ходулях и даже глотатели огня, создавая незабываемое зрелище для жителей и гостей столицы. Главной гордостью праздника стали десятки украшенных слонов. Самый большой из них пронес священную реликвию Будды в золотом сундучке, которая считается символом духовной защиты и благословения для всего города. Фестиваль посвящен важным событиям буддийской истории, назначению 2 главных учеников Будды и первому съезду буддийской общины. Во время праздника центральные улицы Коломбо перекрыты, введен особый режим движения транспорта, чтобы жители и туристы могли безопасно наблюдать за процессией.